Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. В этом видео мы вяжем ажурный узор спицами. Ложная коса, листики переплетенные, как угодно можно его назвать. Узор красивый, эффектный, вяжется очень просто, запоминается быстро. Здесь в образце у меня 3 раппорта узора в ширину и в высоту. Это изнаночная сторона. Красивый узор для джемпера, палантина, кардигана. В этом видео я также покажу схему на этот узор. Красивый узор, простой, эффектный. Давайте свяжем. Для образца нам необходимо набрать такое количество петель, которое делится на 8 плюс 2 кромочные. Я наберу 8 петель на образец и плюс 2 кромочные, итого 10. Набираете петли удобным, привычным для вас способом. Петли набраны, и приступаем к вязанию нашего узора. Первая у нас идет кромочная, я ее провязываю. В дальнейшем кромочные буду все переснимать. Далее идет изнаночная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевые. Далее нам нужно из 2 петель провязать одну с наклоном вправо. Делаю это я таким образом. Завожу правую спицу за передние стенки петель, захватываю рабочую нить, вытягиваю лицевую петлю, и у нас получилась лицевая петля с наклоном вправо. Далее мы вяжем лицевую петлю, накид и изнаночная петля. Раппорт закончен. Кромочная. Кромочная либо изнаночная, либо лицевой, как вы привыкли. Изнаночный ряд мы вяжем по узору. Лицевая. Накиды мы вяжем тоже изнаночными петлями. Кромочная, изнаночный. Третий ряд узора. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые петли, 1, 2. Далее мы вяжем из 2 петель, мы вывязываем 1 лицевую с наклоном вправо. Для этого нам нужно перевернуть вот эти 2 петли правой стенкой на себя. Вот она, правая стенка, и завожу спицу вот таким образом. Лицевая с наклоном вправо. Далее мы вяжем лицевую, накид, лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору. Здесь ничего сложного нет. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды изнаночными. Пятый ряд. Кромочную сняли, изнаночная, лицевая. Из 2 петель мы вывязываем снова 1 лицевую с наклоном вправо, перевернули следующие 2 петли, слева направо вставляем спицу, захватываем рабочую нить, вытягиваем лицевую с наклоном вправо. Далее идет у нас лицевая, накид, 2 лицевых, изнаночная. Когда вы провяжете подряд несколько раппортов этого узора, вы уже будете интуитивно провязывать все накиды и все развороты петель. Сложность идет только в самом начале. И изнаночный ряд по узору. Узор несложный.
и вяжется также очень быстро. Выглядит эффектно. Вяжем 7 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, накид, лицевая. Из 2 петель нам нужно вывязать 1 лицевую с наклоном влево. Вставляем спицу в 2 петли за правые стенки. Вот они, за правые стенки. Правые стенки у нас обращены за работой. Провязали лицевую с наклоном влево. И сейчас 3 лицевые петли. Изнаночная и кромочная изнаночной. Изнаночный ряд также вяжем по узору. Девятый ряд, кромочную снимаем, далее идет изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Из следующих 2 петель мы также вывязываем 1 лицевую с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд также мы вяжем по узору. Кромочную снимаем, изнаночная, 2 лицевых, накид, лицевая. Далее из 2 петель мы вывязываем 1 лицевую с наклоном влево, провязали за задние стенки, то есть за правые стенки, и лицевая. Далее идет изнаночная и кромочная, то есть там уже по узору. И провязываем последний изнаночный ряд по узору. Вот такой малюсенький образец получился. Это 1 раппорт узора. То есть, конечно, 1 раппорт, он очень маленький, не показательный. Вот так выглядит узор. Покажу его еще раз. Как вы заметили, узор вяжется быстро, просто, несложно. Схема этого узора, заскриньте себе ее. Узор состоит из 8 петель и 12 рядов в высоту. Все обозначения я расписала, на видео показала, как они вывязываются. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Всем до новых встреч, пока-пока!